Еврейские общины Азербайджана призвали Кнессет не поддерживать признание геноцида армян. От имени горских евреев обращение подписал Милих Евдаев, от имени ашкеназов – Александр Шаровский, а от имени сефардов – Замир Исаев. Да, как выяснилось, сефардская община тоже существует в Баку. Правда, проснулись товарищи евреи как-то подозрительно поздно. Судя по всему, все произошло аккурат накануне субботы, в самый неудобный момент, и, вероятно, пришлось несколько дней внимательно изучать текст, заботливо подготовленный и подложенный на подпись соответствующими структурами. Страшно даже представить, какое именно воззвание мы могли бы сейчас читать по этому поводу, если бы в Баку до сих пор существовала армянская община. Такая, знаете, тщательно подготовленная, показательно образцовая. Некоторых, возможно, нашли бы самосброшенными с балконов, с записками в зажатых кулаках, мол, умираю, потому что не согласен с политикой признания геноцида армян. Подобные методы в Азербайджане, к сожалению, уже отрабатывались. В 1988 году в Сумгаите и в 1990 году в Баку. На этом фоне остается открытым вопрос, почему Алиев до сих пор не задействует имеющиеся, как утверждается, ресурсы в лице 30 тысяч бакинских армян, тоже непонятно. Между тем, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью Марио Наффолу достаточно откровенно высказался о Турции и ее президенте Реджепе Таyyипе Эрдогане. По словам Беннета, Турция – сложная страна. Он подчеркнул, что в целом является сторонником Турции, однако считает Эрдогана катастрофой. По его оценке, Эрдоган лелеет радикальную исламистскую идеологию и откровенно ненавидит Израиль. Более того, Беннет заявил, что турецкий президент по сути хочет стереть государство Израиль с лица земли, хотя при этом Израилю, по его мнению, следует маневрировать и работать там, где это возможно. На этом фоне показателен и новый доклад Института Алма, основанного бывшими сотрудниками израильской разведки и военнослужащими. В документе обращается внимание на усиливающееся присутствие Турции в Сирии. Авторы доклада отмечают, что Турция активно наращивает свою военную, экономическую и политическую деятельность в Сирии, что, по их мнению, напрямую угрожает свободе действий Израиля. В мае-июне Анкара заметно активизировала свои инициативы и постепенно превращается не просто во влиятельного игрока, а в стратегический фактор с постоянным присутствием на сирийской территории. Особо подчеркиваются участие сирийской армии в учениях «Эфес-2026» и визит турецкого военного корабля «Тисикджи Мелтем» в Латакию. По мнению аналитиков, эти шаги укрепляют институциональные связи между двумя армиями. Также утверждается, что Турция постепенно продвигается с севера Сирии на юг, в направлении границы с Израилем. Кроме того, в докладе говорится, что Турция становится одной из ключевых сил, участвующих в восстановлении сирийской армии. Отдельно подчеркивается рост военной мощи Анкары, увеличение объемов экспорта вооружений, продажа военных кораблей Румынии, разработка и экспорт истребителя «Каан», а также работы над ракетой «Тайфун» и межконтинентальной баллистической ракетой «Йылдырым-хан». В заключение авторы доклада предупреждают, совокупность этих возможностей и действий Турции представляет собой прямую и долгосрочную угрозу для Израиля. В пучине предвыборного хаоса в Армении практически незаметно произошло событие, которое способно изменить само понимание истории. Пока новостные ленты заполнены политическими баталиями, в Эчмиадзине состоялась презентация книги, заслуживающей самого пристального внимания. 29 мая 2026 года в Матинадаране первопрестольного Эчмиадзина была представлена работа, которая фактически переворачивает представление о геноциде армян. Ее автор – немецкий историк Михаэль Хеземан. Еще в 2008 году, работая с секретными архивами Ватикана, он случайно наткнулся на папку с пометкой «Преследование армян». Внутри оказалось более 3000 ранее не публиковавшихся документов, письма, свидетельства,
отчеты апостольских делегатов и личная переписка Папы Римского с османским султаном. Эти документы однозначно доказывают: геноцид армян был не стихийной трагедией, а заранее спланированной государственной политикой младотурецкого руководства. Из архивов следует, что папа Бенедикт XV лично дважды обращался к султану с призывом остановить резню. В течение 6 недель султан отказывался принимать папского посланника, а когда ответ все же был получен, депортации армян уже были завершены. Отдельного внимания заслуживает эпизод с попыткой Ватикана спасти хотя бы армян-католиков. Талиат Паша пообещал пощадить 7000 человек, лично отдал соответствующий приказ, но уже на следующий день отменил его. В результате было уничтожено 87% армян католической общины. Сам Хеземан называет геноцид армян матерью всех геноцидов и напоминает, что именно на этот прецедент ссылался Адольф Гитлер накануне Второй мировой войны, задав циничный вопрос: кто сегодня вспоминает об уничтожении армян? Историк подчеркивает: призраки 1915 года будут возвращаться до тех пор, пока предпринимаются попытки отрицать произошедшее. 29 мая 2026 года книгу в Матинадаране Эчмиадзина презентовал сам автор. Он специально приехал в Армению, чтобы представить свой труд, который теперь доступен и на армянском языке. Именно эти архивные документы в свое время легли в основу решения Бундестага признать геноцид армян в 2016 году. Это та правда, которую мы обязаны знать. Эта книга не должна остаться незамеченной. Читайте, делитесь и помните. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Арменией и Российской Федерацией. Параллельно заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что ТРИП будет реализовываться в рамках регулирований ЕАЭС. По его словам, соглашение в формате Армения-США уже подписано, а говорить о дальнейшем расширении он считает преждевременным. Тем временем агентство Reuters сообщило, что в прошлом году российские военные проходили подготовку в Китае. По данным европейских источников, обучение было одобрено на высшем уровне и затронуло высокопоставленных военных, что вызвало серьезную обеспокоенность в Европе, несмотря на отрицание этого факта Пекином. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.